Привет! В этом видео я расскажу, что такое Lightroom, для чего он нужен, как с ним работать. Обозревать я буду версию Lightroom 5. На сегодняшний день это самая последняя. Вот, значит, для тех, кто не знает, что такое Lightroom, для чего он нужен. Нужен он для обработки RAW файлов. Это особый формат, который позволяет некоторые фотоаппараты делать кроме JPEG. Плюсы RAW в том, что из фотографии можно вытащить то, что не дает сделать JPEG. То есть вы сейчас видите на экране фотографию, которая обработана в Lightroom буквально там за пару щелчков мышки, а оригинал файла был в действительности вот такой. Если заинтересовались, как это, что это, зачем это, как оно делает, то смотрите дальше видео. Видео будет разделено на 3 части. Первая для тех, кто вообще никогда с Lightroom не работал, то есть по интерфейсу и т.д. и т.п. Вторая по всем бегункам, что они, по основным бегункам, с которыми я работаю, что они означают. И в конце пару покажу финтов ушами, как можно ускорить процесс обработки фотографий. Если вам это интересно и желаете материально поддержать проект, просто лайкайте, подписывайтесь на канал и самое главное, просто не пропускайте рекламу. Спасибо. Итак, поехали. Значит, интерфейс во время загрузки, вот такое вот у нас окошечко появляется, и мы находимся сразу в библиотеке. Как видите, слева вот у вас тут пусто будет при первом запуске Lightroom. Здесь у меня остались файлы, с которыми я работал, и вы только что видели, что они из сереньких превращались в беленькие. Это Lightroom проверял наличие файлов физически на Winchester, есть они или нет, чтобы с ними все было хорошо. Вот, значит, первая вкладочка у нас идет Library, вот она. На самом деле в Lightroom, вот я нажимаю показать все, намного больше вкладочек, но я их не использую, и для удобства, чтобы они мне не маячили, просто их убираю. Итак, значит, первая вкладочка Library, то есть библиотека, нужна она для того, чтобы подгружать файлы в библиотеку Lightroom и потом с ними работать. То есть физически с файлами на Winchester у вас ничего не случается. То есть фотографию вы можете в RAW крутить миллиард раз, и при этом вы ничего им не сделаете. Так что можно не бояться. Develop, то есть обработка, это уже модуль, где мы обрабатываем фотографии, которые мы забросили в Lightroom. Итак, переходим обратно в библиотеку. И первое, что нам нужно сделать, чтобы закинуть файлы и работать с ними, это их импортировать. Вот, допустим, возьмем папочку, я ее сейчас удалю. Удаляю я ее, как видите, из каталога, то есть вот Remove. Тут нам подписано, что если я нажму кнопку Remove, то я удалю из каталога Lightroom, но файлы физически на диске будут нетронутыми. Поэтому Remove не бойтесь нажимать. Вот, я их удалил, и есть два варианта импорта файлов. То есть я могу там в браузере или в Total Commander выделить файлы нужные мне, просто перетащить. Вот, и они автоматически попадут в этот вот модуль предзагрузочный, да, в библиотеку. То есть я вот выбрал файлы, которые мне надо, сбросил. Вот они все галочками отметились. Я нажимаю импорт. И вот слева, видите, появилась Фраголина, и от Lightroom пересчитал, что 17 файлов, то есть вот оно отмечено, что их 17, подгрузилось в библиотеку, я с ними теперь могу работать. Второй способ загрузки файлов идет таким вот образом. Нажимаем вот кнопочку «Импорт». Видим опять тот же модуль, который мы до этого видели. И вот у нас есть у меня, допустим, диск CDS, то есть я могу нажать на какой-то диск и дальше себе искать, щелкать папочками, смотреть, где у меня, что у меня, выбирать, что мне нужно. Вот, допустим, папочка возьмем предметка. Так, видите, в ней есть подпапка Фраголина. Вот, но файлов тут не видно. Почему? Потому что в папке предметка есть подпапка. То есть если я открою вот Total, вот у нас есть папка предметка, тут файлов нет, поэтому тут оно файлов и не видит. Мы можем нажать галочку Include Subfolders, что означает показать подпапки. И оно нам покажет все, что внутри находится папки предметка со всеми включающими внутри папками. С одной стороны, эта штука неудобная, потому что если будет стоять галочка, и вы нажмете там вот на общую папку, да, 5D3, то все вот эти вот файлы, которые находятся в
папки внутри, они все здесь вот кашей, полностью кучкой станут, и ну, работать немного неудобно. Поэтому я работаю без includes of folders, выбираю нужную мне папку и дальше работаю с файлами. Далее, значит, как можно тут работать с файлами при импорте. Значит, файлы можно all photos галочку снять или поставить, то есть все фотографии выделить или снять. Можно вот тут подвигать, то есть больше-меньше сделать превьювки, это уже тут на любителя как бы. Далее, мы можем выделять файлы отдельно, то есть вот ставить, допустим, галочку, да, или выбрать все и снять галочку с тех, которые мы не хотим импортировать. Еще очень удобный способ зажать Ctrl и выбрать нужные нам файлы, и на любом из них поставить галочку, и она станет на всех выделенных. То есть такой тоже быстрый способ выбора, или же все, допустим, да. Но давайте сейчас сделаем такой вот вариант. Я выбрал не все, нажимаю импорт и смотрим, что происходит. Появилась папка Фрагалина, и 8 файлов, которые мы ответили, вот они 8 и есть. Вот они у нас в библиотеке есть, я могу с ними работать, да. То есть вот беру develop, вот у меня эти 8 файлов, и все. То есть физически в папке есть больше файлов, но в библиотеке Lightroom мы бросили только 8. Поэтому работаем мы только с ними. Что произойдет дальше, если мы еще раз нажмем папочку импорт и выберем папку Фрагалина. Значит, вот мы выбираем, и видите, что произошло. Те файлы, которые уже есть в библиотеке, которые выбрались раньше, они отмечены таким вот серым, их даже нельзя вот ничего с ними делать. Это что означает? Означает, что файлы есть уже в библиотеке, вот, и второй раз они не подгрузятся. То есть чем удобен Lightroom в том, что у вас не будет 150 раз повторяться одни и те же файлы, и вы не будете их по-новому обрабатывать. То есть оно вот из этой папки выбрало только те файлы, которых нет в библиотеке, что очень удобно. Итак, можем нажать импорт. И видите, файлы подгрузились, только те новые, старые не показываются. Но вот нам в окошке, где тут извините, каталог показывает, что 17 файлов есть в этой папке, но показывают нам последние выбранные. Если мы сейчас еще раз нажмем на эту папочку мышкой, нам подгрузятся все файлы, которые находятся в этой папке. Итак, количество файлов мы видим, все вот папочки, с которыми мы работаем после закрытия Lightroom, появятся, как они вот есть. Все изменения с файлами, которые вы делали, остаются после каждого вашего действия. То есть если вы даже Lightroom закрылся в любой момент, последнее действие все равно с файлом останется, никуда оно не пропадет. Вот, значит, вот мы закинули в библиотеку файлы, теперь мы можем с ними работать. Что полезного здесь еще в этом интерфейсе для вас может быть? Вот этот Quick Develop, то есть быстрая обработка, мы ее рассматривать не будем, чтобы сейчас никого не путать, она, ну, по сути, сейчас не нужна. Здесь у нас есть вот две стрелочки, стрелочка назад и вперед, то есть это история работы с самим Lightroom, то есть не с файлом отдельно, а с самим Lightroom. То есть я, допустим, могу вот щелкнуть там пару раз сюда, сюда, там, сюда, обратно сюда, да. И если стрелочками буду щелкать, то есть точно так же обратно по истории действий с самим Lightroom мы будем двигаться. То есть если вы случайно где-то что-то нажали и не поняли, что случилось, просто нажмите назад и сможете вернуться. Еще по библиотеке скажу одну вещь, то есть видите папочка Фрагалина, но путь здесь не написан. То есть если мы наводим на папочку мышку и держим ее, у нас внизу появляется строка с путем, где находятся физически на винчестере эти файлы. То есть если вы хотите их найти, навели, прочитали, посмотрели, где они находятся, и вы можете найти. То есть тут отмечается только конечное имя самой последней папки, вот, в которой находятся файлы, поэтому лучше их поудобнее переименовывайте. То есть, допустим, у меня вот свадебный, видите, там сначала дата, потом там имена. То есть по датам оно тут как раз по порядку стоит, и можно в любой момент очень быстро найти файлы, с которыми вы до этого работали. Вот, значит, можно также еще папку открыть вот правой кнопочкой и Show in Explorer, то есть показать в Explorer, вот нам показала, где эта папка находится. Точно так же с файлами правой кнопочкой Show in Explorer, тоже мы открываем и видим, где этот файл физически находится, и уже сразу отмечен.
Еще из полезных вещей здесь под правой кнопкой, которые вам пригодятся, то есть я все абсолютно пересматривать не буду, это поворот влево-вправо фотографии. То есть если вы случайно, там в фотоаппарате у вас не стоит поворот автоматического поворота, нет, то вы можете здесь этот файл передвинуть влево-вправо. Далее из важных это опять же тот же Remove Photo. То есть, но тут он немножко по-другому сейчас работает. Смотрите, я открываю, и видите, у нас кроме Remove и Cancel есть еще Delete from Disk. Delete from Disk удаляет физически с диска. То есть аккуратно с вот этой кнопкой не перепутайте, не нажимайте ее без острой необходимости. Но здесь также есть этот Remove, который удаляет просто из каталога. О чем я говорил до этого, то есть физически на диске файлик останется. И заметьте, что я сейчас вот нажму отмену, и опять возьму Remove Photo и ничего не нажимаю. Видите, вот сейчас отмечен Remove, синеньким подсвечивается. Это означает, что если вы нажмете на пробел или на Enter, то нажмется кнопка именно Remove, то есть файл удалится из библиотеки. Таким образом, разработчики подстраховались, чтобы человек, который там через Del Enter нажимает, то есть сейчас попробую нажать Del, да, видите, и Enter. Я удаляю только из библиотеки, то есть файл физически не трогается. Вот их 16 штучек. Вот я сейчас бегом доброшу все, и у нас появится тот, которого не было. Вот он. Вот все 17 файлов, все хорошо. Но здесь больше особо ничего такого для работы не нужно. Перейдем к закладочке Develop. В папочке Develop мы уже вот работаем с файлами, которые мы бросили из библиотеки. Вот, но возьмем файлик, давайте тот, который вы видели, самый первый. Сейчас одну секундочку. Где он у нас? Вот он у нас. Вот я выбрал файл, нажимаю Develop. Вот, и я теперь с ним работаю. Итак, значит, по интерфейсу сейчас здесь пройдусь. Интерфейс изменяемый, так сказать. То есть, если у вас большой монитор, у меня вот он здоровый, разрешение высокое, места хватает, я могу вот эти панельки нужные мне сделать больше-меньше, если нужно. Эту я уменьшаю, если я не работаю. Эту я могу растянуть или сузить. То есть вот максимум. Для чего растягивать? Чтобы бегунки, которыми вы двигаете, был как бы, когда у него больше размер, да, то плавнее получается действие. То есть когда бегуночек маленький, соответственно, любое движение имеет очень большой шаг. Вот. Когда он большой, то каждое движение бегуночка уже имеет меньше шаг, позволяет более плавно работать. Далее, значит, стрелочки вперед-назад остаются. И вот здесь еще тоже полезная функция, она сравнивает фотографии. То есть, допустим, вот before-after, то есть до, после, слева, справа. Видите, да? То есть вот before, вот after. То есть здесь показывается фотография оригинал, тут что мы с ней натворили. Дальше из полезных, то есть она before-after разделяется, то есть видите, у нас как бы целиком один файл, но разделенный пополам, и мы можем как бы по нем перемещаться и вот сразу видеть разницу, что как у нас где поменялось. Видите, да? То есть тут поплотнее стали сидушечки, там небо и т.д. и т.п. Вот. Дальше тут вариант меняется просто на горизонтальный. Горизонтальный отдельно, горизонтальный разрезанный. Вот, и обратно вот эту кнопочку нажимаем, возвращаемся к обычному виду. Значит, смотрите, сейчас тут нет таких инструментов, как в Photoshop, да, чтобы там кнопочкой приблизить там и т.д. и т.п. То есть тут все идет как бы автоматически. То есть вот сейчас у меня идет увеличительная, лупа с плюсиком, то есть я нажимаю в каком-то месте, я увеличиваю. Сейчас есть лапка. Если я зажимаю лапку, я двигаю фотографию. Видите, да? Если я делаю один щелчок, я отдаляюсь обратно. Здесь вот слева навигация. Тут есть разные варианты навигации по фотографии. То есть Fit — это вписать фотографию в экран. Fill — заполнить. То есть вот справа и слева у нас уже, видите, не двигается фотография, вниз-вверх она еще перемещается. 1 к 1, то есть в оригинале как она есть, вот 3 к 1, понятно, да, и так далее. Тут можно вот выбрать разные варианты. Я работаю с фитом,
вот, чтобы видеть всю фотографию. Вот, и если где-то нужно, я ее приближаю. Приближает оно, вот последнее, видите, 3 к 1 было, да? Я сейчас верну 1 к 1, выберу опять фит. Нажимаю, и видите, у меня опять 1 к 1. То есть увеличение работает то последнее, которое вы выбрали. Каждый себе по вкусу пускай выбирает. Я привык 1 к 1, чтобы видеть фотографию так, как она есть, а не там чересчур увеличенную. Так, дальше тут у нас под правой кнопкой осталось все то же самое. Вот, и поэтому переходим к работе с бегунками. Итак, значит, сверху мы видим гистограмму. Гистограмма, надеюсь, все знают, что она означает. Если нет, она отображает нам количество, как бы сказать, пикселей, да, то есть деталей в снимке, которые находятся в определенном месте. То есть, допустим, вот я сейчас ввожу, видите, они выделяются такой белой полупрозрачной штукой. То есть вот и внизу вот подписывается Blacks, видите, подписано Blacks, подписано Shadows, и т.д. и т.п. Вот, то есть в блэках, видите, деталей мало, то есть что означает, что на снимке очень мало просто черных деталей. Вот, и в конце тут вот в whites'ах тоже как бы спадает график, да, то есть белых участков фотографии осталось мало. Но их осталось мало, потому что я подтянул все вот эти детали. Если я сейчас сброшу по умолчанию, как фотография была, она как бы не меняется. Вот, мы просто видим, сколько, где, каких деталей. Вот, и не меняется она, потому что я смотрю кнопочкой до и после, то есть что происходило, да. Но если я буду это дело сдвигать, то, как видите, гистограмма двигается тоже, то есть под изменения, которые у нас происходят. Значит, видите, вот сейчас, допустим, выделяется область, так, и когда я навожу здесь вот на экспозицию, она же там выделяется. То есть можно двигать, как здесь, вот зажал кнопочку на гистограмме, можно сделать, двигать здесь бегуночками. Мне удобнее бегунками двигать, поэтому тут уже каждый сам себе решает. Значит, чуть-чуть еще вернусь к интерфейсу. Видите у меня, да, то есть я вот открыл вкладочку Basic, базовая, то есть тут базовые настройки фотографии. Если я нажимаю другую, допустим, Tone Curve, то предыдущий у меня закрывается, это открывается. То есть работаю я только вот с одной вкладкой и все. У вас сейчас так не получится, потому что по умолчанию, вот я нажимаю правой кнопкой, в Lightroom не стоит вот эта галочка. Я ее сейчас снимаю, видите, нет Solo Mode. Это означает, что если я нажимаю и выбираю потом следующее окошко, то предыдущее остается. В итоге у вас получается длинный список, по которому надо долго бегать. Это хоть и занимает секунду, но как бы оно занимает времени, поэтому проще сделать Solo Mode и работать с нужными как бы вам вкладками, да, то есть я вот нажал, остальное закрылось, что очень удобно. Итак, поехали по Basic, а потом вернемся к вот этим вот вкладочкам, и пока я не забыл, посмотрите сейчас под гистограмму, то есть я когда на нее навожу, под ней идут одни подписи, когда убираю вторые, когда навожу на картинку совсем третьи. То есть, когда на картинку я вожу под курсором мышки, он меряет количество цвета и пишет нам под гистограммой сколько чего, да, там красного, зеленого и синего, RGB. Если я вывожу мышку за фотографию, под гистограммой пишется параметры съемки, то есть ISO 200, вот сейчас видно, фокусное расстояние 12 мм, диафрагма 10 и выдержка 1/200. Кому-то нужны эти иногда параметры, кому-то не нужны, решать каждому самому. Вот эти вот инструменты, сейчас чуть-чуть к ним вернемся и поехали сюда. Итак, первое это температура, то есть он же баланс белого, вот white balance. Можно выбрать любой как бы предустановка, да, там солнечный, вспышка, вот допустим вспышка, то есть видите баланс белого по вспышке немножко не тот и т.д. и т.п. Вот, то есть можно выбрать предустановку, можно выбрать автомат. То есть чем хорош RAW файл, то что вы можете баланс белого двигать потом в Lightroom без потери данных. И это очень замечательно, просто шикарно. Оставляю S-Shot, то есть как снимок. И вот можем двигать бегуночек здесь. Температуру выбирать на глаз. Сейчас оно чуть-чуть додумает, покажет нам. У меня разрешение монитора очень большое, поэтому превьювка работает дольше, чем на маленьких мониторах.
Вот. Также можно все значения здесь вот писать вручную, допустим, 5600 кельвинов, да, вот я выбрал. Дальше можно выбирать как бы тинт балансинг, да, от зеленого к маженте, то есть смещение баланса. Так, дальше. Дальше идет экспозиция, то есть фотографы должны знать, что такое экспозиция, то есть это общая экспозиция снимка. Я вот ее приопускаю и приподнимаю. И вот самый главный, один из плюсов, то есть самый яркий, вот заметный, да, RAW файла в том, что, давайте я сейчас собью вот кнопочка Reset, она сбивает настройки по умолчанию файла. Видите, все по нулям поставил. Я опускаю экспозицию, и смотрите, что происходит с облаками. Они не просто сереют, да, они именно становятся более плотными. То есть, если бы это все происходило в JPEG, то у вас бы вот здесь эта область просто была белой дыркой. Видите? А у нас в действительности остаются небо, остаются тучи, потому что в RAW файле эти данные есть. Они JPEG обрезает их, а в RAW они остаются, и вы можете ими регулировать, делать с ними что хотите. То есть в этом плюс RAW огромный. То есть, допустим, экспозицию я вот немножко приопустил, да. Дальше следующий бегуночек контраст. То есть можно опустить контраст, можно его поднять, задрать. То есть я не буду объяснять, что такое контраст. Вот сделали снимок, допустим, контрастный. Дальше. Есть хайлайты, shadows, то есть светлые участки и тени, а есть белые участки и черные. То есть даже на гистограмме я его сейчас навожу, видите, где они отмечаются слева и справа. Здесь уже ближе к серединке, и здесь ближе к серединке. Вот. Что она нам дает? То есть, допустим, экспозицию поставлю, да, я могу хайлайтами и вайтами сделать плотнее белые участки в снимке. Видите, то есть небо детали не потеряло, но стало плотнее. Далее шадоусами я делаю светлее тени, видите? Black, он выбеляет именно уже черные участки. Black я обычно не трогаю или делаю наоборот чуть-чуть забиваю Black, чтобы снимок был более контрастней, но именно в тенях. Вот, то есть мы расширили, грубо говоря, диапазон снимка. Сейчас я нажимаю кнопочку, она выглядит как наклоненная линия, находится она обычно возле большого Enter, или слева, или внизу. Она позволяет нам смотреть до и то, что мы сделали, то есть до и после. То есть во время работы снимком класснули 2 раза, посмотрели изменения, если захотели. Вот, значит, сейчас я опять сбиваю. То есть хайлайты нам светлые участки уменьшают, ну, экспозицию или уменьшают, или увеличивают, именно в отдельно взятых участках. Тени, опять же, или притемняются тени, но не черный, или высветляете тени. White, то есть белый, это уже вообще белые участки притеняете, или делаете светлее там по желанию, и черный. Дальше, clarity, так, я сейчас добавлю контрастика. Clarity. Очень интересная функция, она добавляет не то чтобы резкости, а жесткости снимку, или наоборот мягче, да, то есть стоит она на нуле по умолчанию. Если я делаю ее меньше, она умягчает снимок, видите? Если я делаю больше, снимок становится жестче. То есть в некоторых случаях эта штука очень полезная, каждый решает для себя, куда использовать. Дальше идет Vibrance и Saturation. На первый взгляд это одинаковые штуки, но совсем не так. Vibrance добавляет насыщенности только тем цветам, тем пикселям, у которых уже и так есть цвет насыщенный, да? А Saturation добавляет насыщенности полностью всему. То есть смотрим, я сейчас добавляю так сильно Saturation. Видите, как вылезла плитка оранжевая, желтая сильно стала, да? То есть оно смотрится некрасиво. Если мы добавляем Vibrance, у нас насыщаются именно чистые цвета. Видите разницу, да, надеюсь? То есть вот все просто стало у нас, или давайте вот так вот по максимуму. То есть у нас все стало такое ядерное, а Vibrance нам добавляет насыщенности, ну тут уже, да, уже во всему тоже добавил, вот посерединке возьмем, добавляет насыщенности только чистым цветам. То есть очень полезная штука, иногда полезнее, чем Saturation просто пользоваться. Я пользуюсь так, добавляю Vibrance и потом сбрасываю немного насыщенность общую всем файлам, с которыми я работаю.
Значит, по бейсику, по базовой обработке я объяснил вроде бы как все, и теперь вернемся сюда, к этой закладочке, вы поймете, для чего я сначала объяснял basic. Значит, сначала первое это crop, то есть обрезать фотографию, да, кадрировать ее, как в фотошопе. То есть выбрали crop и тянете вот за краешек, чтобы ее скадрировать больше или меньше. Если за краешком, видите, стрелочка превратилась в такую согнутую, если зажимаем, мы крутим фотографию так, как нам нужно. Вот, нажимаем Done или Enter, и у нас фотография кадрируется. Если не понравилось, опять берем этот инструмент, нажимаем Reset, сбиваем. Вот, и стали вот по умолчанию. Замочек, если он закрыт, то у нас фотография кадрируется в пропорции. Если бегуночек снимаем, фотография кадрируется произвольно, как хотим. Видно, да? Оставляю замочек, отменяю это дело. Не отменил. Reset, секундочку, есть. Закрыл. Следующий типа штампа в Photoshop инструмент, я им здесь не пользуюсь, потому что оно геморройное, то есть проще все-таки в Photoshop поштамповать. Красные глаза тоже здесь не использую. Если кому надо, можете, просто оно выделяется вот область, где красные глаза. Вот, и Lightroom сам убирает, но сейчас он вот написал, что как бы не нашел он красный глаз, чтобы я от него отстал и не трогал. Дальше градиент. Градиент очень полезная тоже штука, когда у вас где-то есть, особенно если солнце сбоку где-то светит или сверху, да, и получается фотография сама по себе градиентная, то есть в какой-то участке фотографии у нас тень идет, в какой-то идет светлый участок. То есть я вот, допустим, зажимаю кнопочку и тяну градиент, да, вот я залил градиентом фотографию, и в этом градиенте отдельно могу регулировать то, что я регулировал в Basic, то есть температуру цветовую, экспозицию, контраст, там, допустим, да, там и т.д. и т.п. То есть отдельно вот так градиентиком. То есть фотографию я уже отдельно каким-то участком обрабатываю нужным мне. Далее идет маска, которая идет кругом или эллипсом, как мы ее сами сделаем. Вот то же самое, видите, можно регулировать в ней тоже разные эти все параметры. Вот, сейчас оно регулируется за кругом, можно нажать галочку Invert Mask, инвертировать маску, оно будет внутри круга работать. То же самое, баланс белого и все остальные вот эти вот вещи, мы можем ими управлять. Закрыли. Дальше кисточка. Кисточка работает тоже как все предыдущие вот эти два инструмента, только выделяем мы что-то где-то как-то отдельную область, которая нам нужна. Можем регулировать вот размер кисти, размытие кисти и силу заполнения кисти. Ну, я ставлю 100 и особо не заморачиваюсь. То есть вот можно выбрать, допустим, сидушечки. Я их выбрал, и видите, появилась вот черная с белой такой точечка. Если я на нее наведу, подержу мышку, оно отмечает красным область, выделенную маской, чтобы я видел, где что как. Если мне надо подправить эту область, я могу нажать Alt. У Alt тоже, видите, можно отдельно под Alt менять размеры, и могу снять эту область немножко, как мне нужно. Отпускаю Alt, жду появления точечки, навожу, вот нам показывает опять область. Добавить просто хоба, взяли, добавили, мышкой нажали, и все. Смотрим, вот у нас область выделенная, и тоже в ней можно отдельно сейчас, допустим, добавить экспозицию. Окей, закрываем. Так, сворачиваю, или же можно просто отдельно открыть. И сейчас еще немножко вернусь к интерфейсу. Вот выключатель, как бы видно, да? То есть что нам дает выключатель? Он, не сбрасывая параметры, которые мы настроили, просто отключает то, что мы сделали. То есть, допустим, возьму градиент. Градиент, вот когда я выбрал градиент, у меня показывается точка моего градиента. Я нажимаю кнопочку, и я выбрал этот градиент. Видите, сразу параметр появился. Если нам нужно работать с новым градиентом, мы можем нажать New и поработать, добавить вот новый градиент, допустим, отсюда. Натянул и добавил, допустим, экспозицию. Вот видите кусок. То есть у нас есть два градиента, или же может быть два эллипса, или там 2, 5, 10 там кисточек, неважно, сколько мы захотим, столько сделаем. И вот, чтобы посмотреть, на что оно влияет, но не сдвигая настройки, да, каждый вот этот не клацая, не сбивая, мы вот нажимаем выключатель и смотрим, что нам сделал градиент. Градиенты включили, градиенты выключили. Эллипс выключил, кисточку выключил.
Вот и все. Если нам нужно вернуться, возвращаюсь, включаю, допустим, градиенты, да, могу нажать на градиент выбранный и могу его удалить, просто вот нажать кнопку Del, вот он у нас исчез. Отключаю градиенты, закрываю окошко и идем к следующим окошечком по управлению снимком. Значит, после Basic, то есть после базового, идет Tone Curve, то есть поправление как бы та же гистограмма, только кривыми, да, можно эти кривые тут вот двигать, как вы хотите. Сейчас, заметьте, выбрано Channel RGB, то есть двигаются все три канала, красный, синий и зеленый, то есть поэтому как бы двигается полностью вся картинка. Здесь мы можем выбрать разные варианты управления кривой, там кто захочет себе побалуется, и тут тоже можно разными вариантами вот управлять, видите, то есть двигать самому руками. То есть вариантов тут куча, балуйтесь сами как хотите, выбирайте, смотрите, веселитесь. Итак, я сейчас эту штуку закрываю. Могу по истории, вот у нас слева история, вернуться, вот все изменения кривых убрать. И сейчас полезная очень штучка по работе с каналами, то есть когда мне хочется затонировать фотографию, я беру, допустим, синий канал, опускаю синий в хайлайтах, то есть в светлых участках, соответственно, они становятся желтоватыми, и добавляю синего в тенях. То есть, видите, сама фотография не для такого примера, но суть вы, я надеюсь, понимаете. То есть вот у нас добавились тени, тени стали более синими, и светлые участки стали более желтыми. Можно опять же выключателем включить-выключить, посмотреть, на что оно повлияло. Я выключаю, дальше мы переходим к цветовому управлению. Значит, цветовое управление, тут есть вот три кнопочки, да, первая, вторая и третья в плане черно-белого. Значит, первая и вторая только вот визуально по удобству отличаются. Я работаю во второй. Тут у меня идет каждый цвет, и с каждым цветом я делаю, что хочу. Допустим, возьму синий, могу у синего потрогать баланс, подвигать его, да, то есть переместить именно синий канал, в какой я хочу цвет. Могу у синему добавить насыщенности, могу у синего забрать насыщенность. И могу синим сделать темнее, могу синий сделать светлее. То есть вот я себе подвигал, да, отдельно, без никаких фотошопов, в пару кликов, то есть можно сделать синее небо и т.д. и т.п. Допустим, тот же оранжевый, да, плитка или кожа у человека, можем вообще вот сейчас вот обесцветить, чтобы она нам не была такой ядерной, и радоваться жизни. Здесь то же самое, но как бы вот отдельно разбито, видите, на hue, saturation и яркость. То есть на баланс, на насыщенность, на яркость. Но тут все цвета смешаны, мне немножко неудобно работать. Можно отдельно вот клацнуть так по всем цветам, но мне проще отдельно выбрать цвет, с ним поработать и потом поработать следующим цветом. Закладочка Black and White очень шикарная штука в Lightroom. То, что вы опять же не сделаете в Photoshop или будете очень долго мучиться. Оно обесцвечивает картинку, но обесцвечивает отдельно по каналам. То есть вы можете, допустим, красный канал обычно при обесцвечивании становится темным очень, да, черный. То есть тут красный канал можно наоборот высветить. То есть оранжевый, допустим, а голубой убрать назад. Там зеленый можно светлее сделать, да, и сделать подобие того, что сейчас многие хвастаются, что у них инфракрасные фотоаппараты или еще что-то. Можно это все накрутить просто черно-белым здесь в Black and White. Отключаем то, что мы наделали, переходим, выбираем Color, потом можно отключить. Split Toning, то есть тоже очень хорошая штука. Есть вот хайлайты, опять же, и shadows, да, то есть светлые участки и темные. Можно в светлых участках залить их каким-то определенным цветом. Цвет можно как выбрать здесь и потом насыщенность ему добавить. Но мне удобнее всего нажать вот на это серенькое окошко и клацнуть мышкой в цвет, который я хочу. То есть хочу, допустим, светлые участки заполнить голубым, да, то есть снимок у нас становится такой почище. И если там удобнее подвигать тут по насыщенности, да, можно подвигать насыщенность здесь, чтобы не играться здесь вот вверх-вниз.
То есть вверх-вниз это та же самая насыщенность, которая вот здесь у нас. Далее тени. Тени то же самое, да, можно там тени сделать оранжевыми, например. Вот, то есть это сплит-тонинг, то есть он тонирует светлые участки и тонирует темные участки. Тоже иногда где-то очень будет полезная штука. Выключаем. Переходим на детали. В деталях у нас видно, вот видите, тут окошко маленькое, тут нам показывается стопроцентный превьювка какой-то области, то есть мы можем ее подвигать, да, чтобы видели, что происходит с снимком, со снимками именно в деталях, и тут мы видим на главном окне, что происходит с снимком в общем. То есть вот есть sharpening, то есть резкость, да, и потом noise reduction, подавление шума. Шарпенинг мы себе тут сколько хотим шарпим, то есть как и в фотошопе, там радиусы, детали шарпа, тут уже все по вкусу, каждый себе крутит как хочет. Здесь мы видим, что происходит со снимком 100%, тут в общем. И noise reduction убирает типа шумы. Тоже тут каждый бегунок, все дело вкуса для каждого снимка отдельно. То есть просто пощелкайте, посмотрите, какой результат где в каком снимке он дается. Дает вам, что он делает с ним. И сами себе уже определитесь, куда, чем вы как будете пользоваться. И дальше ниже вот есть noise reduction, тут еще есть color и detail. Это значит, шумы убираются, вот эти три бегунка, шумы убираются просто вот зернистость, а вот это шумы убираются цветные. То есть у камер, у которых слабый шумодав, да, или там слабенькая матрица, в тенях появляются цветные шумы. Вот именно вот этот вот бегунок и убирает вот эти цветные шумы. И детали я, честно говоря, даже не трогал. Этот бегунок тоже себе пощелкайте, посмотрите, на что он влияет при убирании шумов. То есть шарпенинг вот это добавляет резкости, вот это убирает шум. Ну, как бы закладочка детали можно уже заканчивать. Дальше. Lens correction, то есть коррекция линз. Что тут есть? Тут есть basic, на который я тоже не трогаю, я себе пользуюсь нужными мне вещами здесь. Значит, у нас здесь есть профайл, и есть color. Мануал. Сейчас по всему пройдемся. Значит, в профайле, если мы ставим галочку Enable, вот он сам сразу подхватывает объектив, который был, да, то есть я снимал Sigma 1224, и он сразу делает поправки по дисторсии и там винитированию относительно этого объектива. То есть эту галочку можно снять, то есть видим, что происходит, да, поправилась дисторсия, стали чуть светлее края, там где винетка была, то есть он автоматически подправил нам снимок до более ровного, скажем так, хотя 12 миллиметров, видите, как он практически не исказил геометрию, то есть практически то же самое осталось. Также здесь можно подправить винитирование, если нужно добавить или забрать, и дисторсию руками, если есть желание. Этот я пунктик не использую практически никогда. Использую вот этот хроматические аберрации. То есть мы можем поставить галочку, убрать хроматические аберрации. Тут выбираются, допустим, видите, фиолетовая хромота убирается и зеленая. То есть мы диапазон убирания ставим какой хотим. Сейчас тут у меня хроматических аберраций нету, но если они у вас будут, то попробуйте этот бегуночек. Хромота убирается очень быстро вот этими бегунками. И дальше здесь тоже диапазон между какого цвета он будет убирать. То есть тоже можете себе поиграться. Для каждого снимка можно отдельно это подстроить, но обычно хватает просто вот банального подтягивания вот этих двух бегунков, и хромота у нас убирается. И в мануале я обычно использую только винетку, если я хочу там добавить винитирование, да, по краям, видите, добавилось, или убрать. Midpoint это как бы насколько глубоко к центру будет вот это винитирование ставиться или убираться. Трансформацию я не трогал, кому надо, кому кто хочет, может сам себе покрутить, но я считаю это бесполезным делом, абсолютно ненужным. Выключаю все изменения, чтобы не мешали. Дальше, эффекты.
Эффекты приблизительно то же самое, что было в Lens Correction, только здесь они как бы просто накладываются поверху. Типа там вот, типа вот виньетки, да, то есть можно как бы тоже типа виньетку наложить, но разница в том, что она просто как бы накладывает вот серую как бы фильтр, да, просто вот так как вы в фотошопе на фотографию наложите просто градиент вот серенький, но в Lens Correction, когда вы делаете виньетку, то она именно правильно притемняет края, то есть оно намного смотрится более реалистично, чем просто вот в эффектах наложенное виньетирование. Больше тут в эффектах делать нечего, и лучше в них вообще не трогать, не лазить и вообще. И последнее, вкладочка Camera Calibration, то есть тут общая калибровка по каждому цвету, по каждому каналу цвета, то есть именно общая для всей фотографии. И все, что я здесь использую, очень полезная штука, это добавление saturation, то есть насыщенности синего канала. То есть когда вы его добавляете где-то на половинку, да, фотография становится не то чтобы вообще насыщенной, но как-то более сочная. То есть вот я, допустим, я лучше отменю, выключу, включу. То есть вот убрал, поставил. То есть фотографии добавляется сока, но при этом практически, ну, она как бы не портится, она просто становится вкуснее. По обработке я объяснил основные вещи, и теперь по ускоренной обработке файлов, что полезного есть в Lightroom. Значит, две полезные вещи: синхронизация и фильтры. Вот они справа внизу. Значит, начнем с синхронизации. У меня есть файл, да, допустим, вот я клацаю, и я его как-то неким образом обработал, да. И вот у меня есть из той же серии, допустим, снимков, другой файл, который у меня вроде бы тоже немножко подобработан, да, но я собью вот кнопочкой Reset с него настройки. И вот так вот представьте, у вас там 100 файлов, допустим, с одной серии съемки, да. Вы один вот этот вот поправили, и чтобы остальные не изменять вручную, вы нажимаете, допустим, вот, можно Shift и к последней фотографии, да. Или можно выбрать фотографию, нажать Ctrl и выбрать нужные нам фотографии. Видите, отдельно, то есть мы выбираем. Что с ними будет происходить? Сейчас я отменю. Беру я вот файл. Тут важно запомнить, что вы будете синхронизировать с первого файла, который вы выбрали. То есть я выбрал первый файл этот, зажимаю Shift, выбираю вот сюда налево, клацаю, да? То есть справа налево, видите, он чуть более белым отмечен, чем остальные. Это будет означать, что вся информация будет браться с этого файла. Так вот, когда у нас есть выделенные файлы, вот здесь у нас появилась кнопочка Sync, то есть синхронизировать. Я ее нажимаю, и я выбираю, что синхронизировать. То есть синхронизировать Basic Tone, то есть вот эту закладочку Basic, Tone Curve, да, видите, то есть они повторяются. То есть я могу выбрать, синхронизировать все, кроме там, допустим, шарпа, резкости и убирания шумов, да, то есть синхронизируется все, кроме вот этих двух вещей. Ну, выберем все и нажмем синхронизировать. В итоге эти фотографии по цвету синхронизировались так, как и вот предыдущие. То есть все изменения, которые я делал, они перенеслись на вот эти две фотографии. То есть если у вас из серии тут там 150 фотографий, да, вы обработали одну, выделили все, нажали синхронизировать, они у вас все одинаково красиво обработались. И потом, если на какой-то нужно, можно что-то отдельно еще подправить, но как бы все равно, то есть вы уже 150 фотографий, считай, обработали. То есть очень быстро, очень удобно. Если неудобно вот так синхронизировать, как я сейчас выбрал, да, можем сейчас вот отдельно взять фотографию. И вот здесь есть Copy и Paste. Copy — это мы копируем. Видите, те же настройки, да, я копирую все настройки. Перехожу на фотографию, которую хочу, то есть ее можно отдельно из библиотеки сейчас взять совсем другую фотографию, с другой папки, это абсолютно не важно. Я выбрал эту фотографию и нажимаю Paste, то есть вставить. И настройки вот вставились, фотография сразу преобразилась. Вот, это синхронизация во время вот работы. Дальше можно сделать пресет. Видите, вот тут есть пресет, штука. Что это нам дает? То есть я вот сделал некие изменения с фотографией. Да? Давайте я сейчас эту опять же собью.
Вот это у меня сейчас появится обработанная. Вот она у меня обработанная. Я хочу сохранить вот эти все изменения, которые я с ней сделал. Я нажимаю здесь Depreset плюсик. У меня появляется окошечко. И я могу вот назвать пресет как хочу. Допустим, там бассейн, да? Назову просто бас. Выбираю, куда сохранить. User presets, то есть это пресеты юзера, да, можно создать новую папку. Создадим, допустим, 1, 2, 3. Создали, видите, у нас появилось тут сразу слева 1, 2, 3. То есть вы создаете себе каталог для своих пресетов, называете их как хотите и ставите галочки. Опять же, тут можно поставить, что сохранять. Create создали, видите, у меня в папке 1, 2, 3 появился бас. Что это означает? Я выбираю любой файлик, нажимаю на бас. Вот. И он сразу применяется. То есть я вот сейчас опять сбросил, да, выбрал файл не обработанный, может он был обработанный до этого. Нажимаю бас, и она появляется, та обработка. Также можно, до того как нажать, можно просто на бас навести. Видите, оно тут в превью, вот сверху, изменяется. То есть можно посмотреть, какие изменения будут на этой фотографии принесет той или иной пресет. Можно открыть вот стандартные Lightroom и понаводить, посмотреть, что же будет происходить. Но видите, что оно меняется, но слабо. То есть вот изменения разные происходят. Автотон и т.д. и т.п. То есть можно докачать кучу разных пресетов других людей, если где-то найдете в интернете, и себе добавлять. Вот так с этим пресетом можно работать, можно сохранить, что вам понравилось, и потом применять на остальные съемки. Далее, последний, наверное, нюанс, который очень будет полезный при сортировке фотографий. Я думаю, вы заметили, вот тут внизу вот 5 звездочек, да, здесь у нас 3 звездочки. Что это такое, зачем они нужны? У меня, допустим, грубо говоря, вот есть серия снимков, да, вот она внизу, я по ней бегаю. Представьте, что у вас свадьба, и у вас этих снимков 1000 или 2. Вы можете пролистать сначала, посмотреть наиболее понравившиеся вам файлы, и чтобы их как-то где-то отдельно не записывать, не копировать или еще что-то, вы можете дать им рейтинг. Рейтинг идет от 1 звездочки до 5. То есть я вот беру файл и нажимаю, например, на клавиатуре двоечку. Видите, появилась двоечка, 2 звездочки. Тут, например, сейчас нажму 3, вот видите, сайт рейтинг, тут 3 появился. Вот, и там, допустим, вот этому там 5, еще какому-то файлу он мне больше всего понравился, ему тоже, допустим, поставлю 5. Вот, для чего это всего нужно? У нас вот тут справа внизу есть такая штучка, видите, сейчас выключены фильтры, да? Я могу нажать и выбрать разные варианты фильтрации. Я выбираю Rated, то есть с рейтингом, да, видите, выбрались все. Почему? Потому что у меня больше или равно вот, рейтингу в единицу. Я могу выбрать 5, и у меня останутся только те файлы, у которых рейтинг 5. Я могу поработать с этими файлами, обработать именно их, да, то есть тут вот у меня будет там 50 штучек, например, сейчас вот 3 из 74 написано. Я с ними поработаю, мне ничего, будут никакие файлы другие мешать не будут. После этого я могу просто или снять фильтрацию, или выбрать там рейт там не меньше 2 или не меньше 3, да. Но, допустим, я выберу все файлы, сниму галочку, и потом от понравившегося мне обработанного через там Shift, Ctrl, тролливали, я выбираю все остальные, их синхронизирую, получаю быстро обработанные все файлы со свадьбы. Это я могу отконвертировать, отдать людям, а файлы, с которыми я работал отдельно, то есть которые, допустим, рейтинг 5, да, их еще с ними поиграться, поковырять, подправить, сделать с ними еще какие-то более тонкие правки, над которыми надо потратить время. Вот, а остальные просто без рейтинга я вот выключаю, мы возвращаемся к ним всем, вот, и с ними без рейтинга сделать то, что надо. То есть в плане каталогизации Lightroom самая шикарная программа, и по обработке, то есть она самая удобная. После того, как мы обработали все файлы, единственное, что нам остается и нужно сделать, это экспортировать. Поэтому выделяем просто файлы, которые нам нужно экспортировать. То есть там, опять же, через Ctrl, Shift, там
можно вот выбрать те-то, или там через Shift так. Вот, или же там, допустим, нажать, ну, выбрать какой-то один, да, вот я вот один выбираю, нажимаю Ctrl-A, выделяется все файлы в этой папке, с которыми я работал, или которые, допустим, по рейтингу там будут, ну, все, которые сейчас вот видны. И нажимаем правую кнопочку и выбираем экспорт. Что мы здесь видим? Мы здесь видим вот сверху просто экспорт, а ниже мы видим, опять же, видите, user presets, то есть это пресеты, которые я для себя сделал. То есть я вот сделал себе пресеты по длинной стороне 1500 пикселей, да, полные, в полном формате, как они есть, и для интернета там с логотипом своим и без. Как это сделать? Сначала нужно перейти вот сюда, в экспорт. Здесь у нас есть выбор параметров, да, вот, которые мы можем экспорт которыми делать. Я вот увеличу окошко, чтобы не ездить. Что мы видим? Вот мы видим мои user presets. Если я сейчас по ним вот щелкаю, справа, видите, все вот меняется под них, то есть как они у меня были сделаны. Вот, но поскольку по умолчанию у вас их нету, то по умолчанию я уже не собью, но не суть важно. Значит, у вас здесь, скорее всего, стоит specific folder. Так, тут где-то, по-моему, чуть ниже. Ну, короче, не суть важно. Вот я сейчас где-то собью приблизительно. Значит, по порядку сверху вниз что нам нужно сделать? То есть мы выбрали файлы, которые хотим превратить в JPEG там, или в TIFF, да, то есть экспортировать. Правая кнопочка еще раз, экспорт, выбираем экспорт. Что мы видим? Мы видим первое, export location, куда его экспортировать. По умолчанию стоит specific folder, то есть каждый раз при экспорте мы будем выбирать какую-то новую папку, куда нам экспортировать. Это не так удобно, как выбрать same folder as original photo. Это означает, что та же папка, где оригинальное фото. Мы ее выбираем. И потом, чтобы не было мешанины, я выбираю, ставлю галочку под in subfolder, то есть поместить в подпапку, то есть в папке с оригинальными файлами, то есть в данном случае, давайте я сейчас выберу, где у нас те бутылочки, я фотографировал. Одну секундочку. Фаргалина, да, тут файлов поменьше, и они у меня сейчас не экспортированы. Вот, то есть я сейчас зайду в Фаргалина, тут вот есть папочка full, видите, то есть я обрабатывал файлы, и они вот у меня папочка Фаргалина, вот оригинальные файлы, и сюда же вот сделалась подпапка автоматически с названием full, то есть я название могу сам выбирать, и в ней уже JPEG вот обработанные лежат, то есть в отдельной папочке я никуда не лажу, ни ищу, не путаю. Вот, значит, мы берем любой файлик, да, правой кнопочкой, опять же, экспорт, и ставим, то есть same as original photo означает, что в папке Фрагалина сделается еще какая-то папка. Например, назовем ее там раз, два, три, да, то есть или как-то по умолчанию, кому как удобно, то есть видели full, это у меня полный формат, 1500 по длинной стороне, 1500 пикселей и т.д. Называйте папку как удобно. Папку я называю по формату, как у меня в итоге файл будет, и также называю пресет, чтобы было удобно. Далее, значит, если у нас есть такие же файлы, мы как бы можем попросить Lightroom, как нас спрашивать, да, что происходит, если уже такие файлы есть. Я оставляю спросить, что делать, потому что иногда по-разному бывает нужно заменить все, бывает там не нужно заменять. Rename to, то есть это все файлы будут меняться как-то по-другому, это мне не нужно, я не использую. Видеофайлы тут тоже мы не трогаем. Дальше. Формат, в который мы экспортируем. Допустим, тут есть PSD, ну, смысла нет, у Моши слоев нет. TIFF, DNG, Original, JPEG. Ну, понятное дело, нам нужно JPEG. Ставим Quality 100 по-любому. Color Space. Самое важное это поставить sRGB, потому что принтеры не печатают ни Adobe RGB, ни Pro RGB, то есть подавляющее большинство, скажем так, печатающих машин, все печатают на sRGB, чтобы не было проблем, ставим sRGB. Дальше, Resize to Fit, то есть уменьшить в нужный размер. Прежде чем ставить, по-любому поставьте 300 точек разрешения, пиксель per inch, то есть пиксели на дюйм, потому что, опять же, все стандарты полиграфии идут 300 точек на дюйм. Дальше, если мы эту галочку не ставим, у нас файл сохраняется в оригинальном размере по пикселям, такой, как он у вас есть. Если мы ставим галочку, мы можем уменьшить фотографию,
Можем ее уменьшить по определенным там мегапикселям, да, выбрать сколько мегапикселей. Можем уменьшить по короткому краю, то есть вот сверху вниз по вот этому краю. Указываем, сколько пикселей в этом крае должно быть, да, или по длинной стороне, или тут пропорцию даже можно будет поменять. Это, блин, даже не знаю, я даже не пользуюсь им. Я пользуюсь по длинной стороне, если надо, 1500 точек по длинной стороне, и все хорошо. Можем поставить там, давайте поставим 1200-300 точек, да, 1230, вот, и название тоже 1230 точек по длинной стороне. Дальше, Sharp. Sharp можно снять, можно поставить. Тут, опять же, все на любителя. То есть экспериментируйте сами под разные разрешения, как вы будете шарпить. Я, допустим, сейчас оставлю шарпить под экран, как бы под просмотр на экране. Дальше, метадата, он же EXIF. То есть, если стоит all metadata, все остается, все данные о снимке остаются вместе с JPEG, и потом человек, который будет осмотреть эти файлы, сможет увидеть данные о том, на каком ISO выдержке диафрагме вы снимали, и т.д. и т.п. Тут есть галочка Remove Location Info, она как бы, если стоит, то убираются данные, геоданные о том, где был сделан снимок, если он есть. Так, эта штука, не будем разбираться, я ей тоже не пользуюсь. Дальше идет Watermark. Тоже хорошая штука. То есть вы можете, чтобы в фотошопе на каждой фотографии не носить там свой логотип, можете просто взять Watermark. И тут вот можете тоже, у меня вот есть заготовки, или можете вот Edit Watermark сделать какой-то свой. Вот мы открываем. Видите, можно написать любой текст, да, 1, 2, 3, 0, допустим. Можно его увеличить, подвинуть и т.д. и т.п. Сейчас, секундочку, где-то он двигается у нас здесь, по-моему, да, вот можно его подвигать. Можно размер тут двигать, можно вообще вот увеличить и т.д. и т.п. То есть делать разные манипуляции с ним. Прозрачность. Углы поворота, радиусы, ну, короче, играйтесь сколько хотите, это насчет, ну, тень, добавлять тень, шрифт и т.д. и т.п. Если не хотите просто текст, можете взять вот choose, выбрать картинку какую-то, мои документы, вот, и, ну, допустим, я сейчас выберу свой логотип, вот он сюда стал, так, полупрозрачность мы снимаем, видите, он проявился, да, вот, то есть, и вот на всех фотографиях в одинаковом месте, на одинаковом расстоянии всегда будет ваш логотип, то есть вы пометите таким очень быстрым способом все свои фотографии и особо не будете заморачиваться. Значит, давайте я вот поставлю по центру, да, относительно центра оно тут стоит, все, окей, save. Можно вот назвать пресет, да, 1, 2, 3, 0, опять же. Создаем. Вот у меня есть, видите, уже этот пресет создался. То есть я хочу, не ставлю, хочу на фотографию ставлю. Дальше постпроцессинг. Что делать после того, как экспортировались фотографии? Можно их открыть, вот, допустим, там в фотошопе, в Explorer, тролливали. Я этого ничего не ставлю, это мне не нужно. Что сейчас, значит, у нас есть? У нас есть какие-то определенные настройки, да, мы их накрутили для каких-то целей, то есть куда-то нам надо размещать фотографии именно в таком вот разрешении, да, там 1200-300 точек. Мы, чтобы каждый раз вот это все дело не делать, мы можем вот эти все данные, которые мы изменили, добавить сюда в пресеты. Делается это простым нажатием сюда на Add. Называем этот пресет как-то, я его назову так же самое 1, 2, 3, 0, чтобы не путаться, и кидаем в папку User Presets. Create. Вот у нас создался пресет, который мы можем потом в следующий раз использовать. Можем сейчас нажать Export, и тогда применятся данные, которые у нас вот здесь. Нажимаем Export. Сверху слева появляется бегунок процесса, то есть оно сейчас пишет Export один файл, и все, task complete. То есть оно нам экспортировало. Вот у нас появилась папочка 1, 2, 3, 0 автоматически, и в ней же файлик, вот он с логотипом по центру, скадрированный, перемещенный, то есть 1230 точек у нас тут вот таким одним движением руки. Сейчас я удаляю папочку 1, 2, 3, 0, да, у нас ее нет. И теперь зачем нам нужен пресет? Файлы, которые мы уже знаем, да, что нам надо в то разрешение, вот экспорт, и вот у нас тут есть
этот пресет. То есть мы можем сразу здесь нажать, у нас сразу же пошел экспорт по установленному пресету. Вот, и вот у нас появился опять эта папочка, опять же с этим файлом. Если я сейчас нажму там экспорт, там, допустим, вот веб-лого, да, у меня идет для интернета, в маленьком разрешении с логотипом. Сейчас у нас файл вот экспортнулся, и опять открываю, вот у нас опять папочка веб-лога, и вот маленький файл с логотипчиком сразу есть. Я надеюсь, что все вам объяснил. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо, что не пропускали рекламу. Счастливо, до скорых встреч.